все были под страхом, когда начинались аресты. Что было до этого, я не помню, я была слишком мала. Дон Кихота тех лет, тогда они еще не понимали, что им грозит и что такое коммунизм, что такое социализм. Лично для меня это хуже фашизма. Но они тогда этого не понимали, и они искренне верили. Когда вы говорите, что лично для вас это хуже фашизма, это потому, что вы лично не испытывали фашизм, или по другой причине вы это говорите? Нет, я за свою долгую жизнь наблюдала и то, и то, и то, и то. Фашизм был на виду, а коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и в тюрьмах НКВД, никому не известно. Это было закрыто. Это не знали, это покрывали, это врали и так далее. Но я не думаю, что это было лучше. И я не думаю, что жертв было меньше. Я думаю, что жертв было больше и много больше. У меня нет никаких радужных слов по этому поводу. И поэтому для меня коммунизм, фашизм, это... И немцы ведь исполняли то, что им приказывали. А у нас делали это даже по собственному желанию. Вот так приятно попытать, поубивать. Плюс к тому, что это хотели. И, конечно, если бы Сталин официально крикнул клич «Бей жидов», то ни одного бы не оставили. Вероятно, ваша мать также пострадала, коль скоро отца арестовали. Моя мать была сослана на 8 лет. Сначала она сидела в Бутырской, в Бутырской тюрьме, а потом ее перевели, так как и других жен врагов народа, этапным поездом теплушки для телят. Там их везли в Среднюю Азию. Она с грудным ребенком была. И в этом ГУЛАГе было 6 тысяч жен. То есть где была она. Личных дел не было. Это были жены врагов народа, так сказать. И там вот они были... Но они не знали, что 10 лет без права переписки, то, что сказали им про их мужей, это была неправда. Они были все расстреляны. Они уже были все вдовы. Вот это они не знали. А как же вас, Майя Михайловна, приняли вот в школу балетную? Ведь, насколько я знаю, обычные дети врагов народа потом оказывались в каких-то интернатах специальных, их как бы не пускали дальше. Вот как это с вами получилось, что все-таки... Дело в том, что я поступила в балетную школу при отце в 1934 году, а он погиб в 1937. Так что я училась первые 3 года, все было нормально. А потом, вы знаете, я сама задавалась этим вопросом, почему нас не тронули, я ведь была не одна. И по всей школе, в разных классах были дети врагов народа, которых не гнали. Очевидно, очень плохо было тем, кто был высоко, всяким, вот такого рода, как Тухачевский, Бухарин, которые были большие посты, большие люди. Там плохо было. Там дети сидели тоже. Но людей не так слишком высоко стоящих детей, в общем, не трогали. И не попрекали, не говорили вам, что а вот, мол, твой отец, там, смотри и так далее. Там не было такого? Вы знаете, такого не было, но мы это чувствовали. И анкеты, бесконечные анкеты, в которых без конца издевательски спрашивали одни и те же вопросы. Тысячи анкет, без причины, по причине, куда-то поехать, или просто так, или обновляются дела, я не знаю, в месткоме и так далее. Все время обновляли, несколько раз в году обновляли анкеты. И мы должны были писать: репрессирован,
то. По 100 раз. Это же тоже было. Запомните и не забывайте это, кто вы. Это вас жило, как бы не давало вам покоя, вы всегда об этом помнили, Конечно. когда росли. Конечно. Я это всегда помнила, и я этого никогда не простила. А с какой стати? За что, почему это прощать? Я их утробно ненавижу. До сегодняшнего дня. Пионерская линейка в лагере. Мы все стояли, будь готов, все это. Я чувствовала, что все это вранье. Что даже все эти вожатые, это они не думают так, не чувствуют. Вот, верность Родине, служить. Я чувствовала, я всегда знала, что это пустые слова. Что они ничего не значат, что они не искренни, что врут все, без исключения. А нынешние россияне еще могут понять, что руководитель государства разрешает или не разрешает балерине танцевать, то человеку, не выросшему в этой стране, это понять невозможно. Невозможно. Но представить себе, что Рейган разрешил или не разрешил балерине танцевать, или вообще к нему даже обратились бы с этим, не представляется возможно. Не только танцевать, не выпускали. Меня же Хрущев не выпускал. А это что такое? Все туда же. Рабы. Нам всю жизнь внушали, что мы рабы, и мы должны были это чувствовать. И мы это чувствовали. А вас почему не выпускали? Думали, что я останусь. Почему? Ну, знаете, я думаю, что, конечно, моя биография тоже не была самая лучшая. В смысле отца и В матери? смысле, конечно. И я помню, Фурцева говорила, ну нельзя забывать все-таки, что было с ее родителями. Все-таки был такой момент. Потом характер не очень покладистый. Я сопротивлялась, спорила, таких не любили. Надо было молчать, надо было покоряться. А у меня это не всегда получалось. Но ведь у вас имя было чрезвычайно громкое в Советском Союзе. Да, с самого начала. Потом у вас были премии, Да. ордена, звания. И все еще боялись, что вы не вернетесь. Угу. А потом, когда меня первый раз выпустили в Америку, и я вернулась, все сомневались, я вернулась, мне тут же Хрущев дал звание народной артистки СССР в благодарность. Спасибо, что не сбежала.